Всем приветик, с вами Кексик. Сегодня такое немного нестандартное видео. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как установить цены на свои работы и почему низкие цены это плохо. Поехали! Начну с того, что все, что я сегодня скажу, является не только моим сугубо личным мнением. Вообще, эта тема довольно измусолена, а данные мысли я находила в видео других художников в законодательстве, а также в теории экономики. Почему я вообще решила поговорить об этой теме? После выхода моего последнего видео, где я рассказала о моем заказе на 20 тысяч рублей, некоторые люди начали говорить, что цена завышена. А кто-то даже написал, что 19 тысяч еще нормально, а вот 20 уже много. Действительно. Справедливости ради скажу, что таких людей было немного, наоборот, многие меня поддержали, но все-таки. Давайте разберемся, из чего же складывается цена. На это влияют следующие факторы. Ваш опыт и навыки, спрос, качество товара, время работы, рынок, страна и место жительства. Каждый мы разберем пошагово. Шаг первый. Определяем страну, на которую ориентирована продажа вашего товара. Почему это играет огромную роль? Сравните цены и средние зарплаты в США и в России. Да, в США зарплаты выше, но и цены намного выше. Цены варьируются от региона, но булку белого хлеба я могу купить за 28 рублей. Тогда как в США это от 2 до 4 долларов, около 200-400 рублей. Поэтому средний уровень цен, в том числе на арты, например, там выше. Вы не можете продавать свой арт, допустим, за 300 рублей в русскоязычном сегменте и за столько же в англоязычном, так как средние цены на арты там от 10 до 50 долларов. Ваши цены будут очень низкими, а это явление называется демпингом, то есть продажа товара по искусственно заниженным ценам. Это очень плохо и может негативно сказаться на рынке. А все потому, что занижая цены, вы не даете поднимать ее другим авторам. Шаг второй – это ваша страна проживания, либо страна, в валюте которой вы продаете вашу работу. Нужно ориентироваться на средние зарплаты в этой стране. Например, средняя зарплата в моем регионе, в городе Тюмень, 71 тысяча рублей. По всей России около 50 тысяч, где-то больше, где-то меньше. Согласно законам, минимально час работы в РФ должен стоить 88 рублей. В среднем он стоит 348. На экране вы можете увидеть эту же информацию по другим странам. А зачем же нам эта информация? Плавно переходим к следующему шагу номер 3. Количество потраченного на работу времени. Я потратила на свою работу чуть больше 80 часов. Умножаю это на среднюю стоимость часа работы в моей стране и получаю сумму в почти 28 тысяч рублей. Это и есть оптимальная нормальная цена на мою работу согласно законам РФ. Данный способ подходит для большого промежутка времени от 10-15 часов. Для расчета цены поменьше я пользуюсь такой вот формулой, где А – это часы работы. Это не моя формула, я ее нашла очень давно в другом видео про цены. Например, на арт я потратила 3 часа. Подставляю данную формулу, вычисляю и получаю 360 рублей. Я считаю, это довольно хорошая цена. Знаю, что у меня есть зрители из других стран, поэтому, ориентируясь на цены на хлеб, я немного видоизменила формулы, чтобы вы могли рассчитать идеальную стоимость в вашей валюте. В дополнение к стране хочу сказать про налоги. Да, представьте себе, за продажу картинки в интернете нужно платить налоги и в идеале заложить их в стоимость. Это как-никак предпринимательская деятельность, и ее надо регистрировать. Лучший вариант, если вы из России, оформить самозанятость. Очень низкая налоговая ставка, а именно 4% при получении дохода от физического лица. Шаг четвертый. Изучаем рынок. Если сложно рассчитывать цену самому, можно отталкиваться от того, какие цены на свои товары ставят другие художники. Если вы продаете обработки, арт или модельки, помните, что это не товар первой необходимости, как хлеб. Он не нужен всем, а значит, это абсолютно нормально, что не все могут позволить себе купить это. Шаг пятый. Анализируем ваши навыки, а также спрос. Это, наверное, самое главное, от чего зависит цена на ваш товар. Задайте себе или кому-нибудь вопрос, а купят ли ваш товар при определенной цене? На это влияет как внешний вид вашей работы, так и ваша аудитория. Мне как-то сказали, что я завышаю цены из-за популярности. Ребят, это естественно, что чем больше у вас аудитория, тем выше будет цена. Ваш скилл и популярность образуют спрос, они работают вместе. Представьте, если бы моя очень сложная моделька стоила даже рублей 500. Знаете, сколько было бы заказов?
А когда мне их делать, интересно? При нынешней цене у меня уже 5 заказов на модельку, а 2 из них на цену выше 10 тысяч. И это оптимально для меня. У меня есть время как на работу, так и на учебу и на отдых. Важное уточнение, что мы ставим цену, отталкиваясь не только от аудитории, но и качества самого продукта. Эти два фактора, как я и сказала, работают вместе. Поэтому найдите баланс между ценой, за которой вы хотите работать, и ценой, за которую вас будут покупать. Это очень важно. На этом все. В заключение мне сказать особо нечего, разве что не унижайте чужой труд. Может, прозвучит грубо, но цены – это личное дело каждого. Вы не можете знать, сколько времени и сил было потрачено на работу. А значит, вы не имеете никакого права никому писать то, что цена завышена. Если вы так делаете, то, пожалуйста, продавайте свои товары, на которые вы потратили очень много сил и времени за маленькую цену. Ну а авторам хочу сказать, что не занижайте цены на свои работы только из-за таких вот людей. Тот, кто говорит, что 2000 за вашу работу это много, скорее всего не купит ее у вас и за 200. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.